Расскажите, пожалуйста, про творчество Фазу Алиевой. У нас с детства была, как она сама рассказывает, она с детства отличалась от своих сверстников, какая-то у нее была такая одухотворенная натура, очень любила читать стихи. Она родилась в горном ауле, не знала сначала русский язык, и на родном языке читала стихи наших известных классиков дагестанских. Потом где-то в военные годы, будучи маленькой девочкой, она услышала рассказ учителя о подвигах наших советских солдат на войне. И у нее вот такое какое-то патриотическое чувство, и она написала первое стихотворение, не помню, там 10 или 11 лет. Его опубликовали в стенгазете. И вот с тех пор она отличалась от своих сверстников тем, что она была такая, любила мечтать, читать стихи, писать. Баларой училась в Махачкале, в педагогическом институте, но кто-то ей посоветовал поступить в литературный институт. Она отправила свои произведения и прошла литературный конкурс, ее вызвали в Москву. Она с опозданием приехала, но тем не менее ее получила по всем предметам пятерки, а по русскому языку двойку. И ее не принимали. Но она все равно так набралась смелости и пошла там на какую-то комиссию или там апелляционную или что-то. И там много таких людей, известных профессоров, с ней разговаривали. И они, как она рассказывает, таким с пренебрежением думали, вот какая-то сельская девочка приехала, и задавали какие-то вопросы ей. Потом спросили, кто у вас любимый художник. Она сказала Микеланджело. Они так удивились, что она вообще это имя даже знает. И она сказала, я мечтаю когда-нибудь поехать в Италию, увидеть Давида и посмотреть, бьется ли у него вот в этой жилке, там живая ли кровь, потому что она знала это произведение. И после этого они увидели, что такая одухотворенная, ей человек талантливый, и как бы ей сделали аванс и приняли ее, несмотря на то, что русским языком плохо владела. И она хорошо училась, потом начала уже на втором-третьем курсе какие-то, там была отмечена ее произведения были отмечены какими-то внутренними институтовскими премиями. Литературный институт тогда был очень серьезным, такие очень классики там вели спецкурсы. Она, как она говорит, что очень много дал ей Литинститут. Она узнала лучший русский язык, через него ей открылась вся мировая культура. И русская, и вся мировая культура. И потом вернулась она в Дагестан, и потихоньку вот так ее творчество развивалось. Она говорит, что у нее несколько вот таких основополагающих источников. Это один из них – это родная земля, горы. Второе – это вот эта вся мировая литература. Конечно, горы повлияли, потому что у нее есть очень хорошие стихи, которые она признается в любви своему родному селу, тому месту, где она выросла. Это, наверное, отличает. Все великие люди любят то место, где они родились. Она любит и большую свою отчизну, Россию, но в то же время она любит, конечно, горы. И там сформировалась, она говорила, что вот эти мужественные люди, которые ведут аскетический образ жизни, которые, когда она услышала где-то, не помню, по-моему, Великую Отечественную войну, что или уже сейчас позже, не помню где, когда она услышала такие фразы, что этот враг, почему он должен зайти в наш дом, это как он мог прийти, мы же не отдадим никогда его, это наша земля, наш дом. Она сказала, что я это слышала, вспомнила, что я это слышала у себя в горах от наших горцев, такие слова. Она работает и сейчас, хотя у нее уже солидный возраст, она пишет публицистику, пишет стихи. Она говорит, я не могу ни один день не работать. Когда я работаю, мне силы приходят. Конечно, стихи, для них нужно вдохновение, иногда нужно какое-то время ждать. Она пишет всегда. Единственная сейчас проблема в том, что переводы на русский язык, нет переводчиков хороших, которыми у нее, они смотрят одинаково на мир, которые понимают друг друга. Многие, кто ее переводил, к сожалению, они уже ушли, а молодые, то ли этот труд не так популярен сейчас, то ли
Может быть, у них разное мироощущение с ней. Вот проблема переводчиков. Есть несколько книг на аварском языке, а на русском аудитория русская и другая, которая через русский язык могла бы воспринимать. Сейчас она лишена возможности. А так, творческие планы, она хочет, сколько ей Всевышний даст лет, она сказала, я буду все время работать. Расскажите, пожалуйста, о влиянии творчества Фазу Алиевой на культуру Дагестана. Фазу Алиева, во-первых, пишет о всех традициях, обычаях дагестанских. Потом всегда она олицетворяет любовь, дружбу. Поэтому в каждых ее стихах это только самое доброе, самое красивое. И поэтому мы очень любим Фазу Алиеву. Поэтому сегодня праздник у нас в Дагестане. Это великое событие для нас. Это великая женщина, это горянка, которая сама с высокогорного аула Хунзарского района приехала в Москву, закончила на отличный, литературный институт и стала великой поэтессой с большой буквы. Она не только поэтесса, она прекрасная мать. Это символ матери Дагестана, это символ матери России. Если бы такие матеря были бы у нас побольше, наверное, сегодня была бы самая красивая, самая прекрасная интернациональная российская государственность. Она воспитала прекрасно сыновей, она воспитала героя-афганца, который погиб в Афганистане. Она воспитала ученого, который один член корреспондент наук. Поэтому она прекрасно сыновей воспитала и делает самые тяжелые дни, когда была война, когда напали и на Дагестан, когда Радуеву напали. Она всегда находилась среди бедных этих людей, среди родственников, среди которых были взяты заложники. Когда на нас напали в Дагестане, она тоже, опять-таки, она возглавила Союз женщин Дагестана. И каждую потерю, каждую горе семьи она посещала, как мать, как сестра, говорила самые нужные слова, находила. И когда даже были моменты, когда стояли противостояния между движениями, Тенгелик и аварским движением, если бы она не пошла бы, не сказала бы свое весомое слово, уже были готовы пойти, два народа против друг друга. Поэтому Фазу, она не только поэтесса, она общественный деятель, она была членом Общественной палаты России, Дагестана. Она великая женщина, мы ее очень любим. И слава Аллаху, что такие люди среди нас еще есть в Дагестане. Поэтому у нас еще, несмотря что на такая многонациональная республика, и мы никогда между собой никаких у нас не было таких, как вам сказать, таких стычек, что ли. Были словесные, каждый ушумлен, народы все же ушумлены, у каждого есть свои проблемы, у каждого народа, так и в Дагестане. Не сравни сегодня, те живут в Махачкала, которые живут в Цунта, которые облака находятся ниже аула круглый год. Поэтому проблемы, конечно, у всех есть, но несмотря на это, благодаря таким женщинам, таким поэтам, поэтессам, и еще что молодежь еще все-таки прислуживается сегодня старшим, это я просто благодарю Аллаха, что еще они не перешли эту черту. Поэтому все удивляются, почему в Дагестане мир, стабильность, почему в Дагестане, например, пытаются же раскачать Дагестан сегодня, насильно пытаются раскачать, чтобы, дагестанцы сказали, мол, хватит, мы не можем, мы выйдем из состава России, мы не будем туда-сюда. Но они ошибаются, у них это тоже не получится. Поэтому мы прекрасно знаем, как говорил великий наш поэт Расул Гамзатов, мы добровольно не вошли в состав России, и добровольно с него не выйдем. И вытеснить нас будет невозможно. Мы будем жить одной российской семьей.